Почему сарказм – признак ума? Мнение ученых. Сарказм в психологии – это риторическая фигура речи, которая используется для выражения иронии, саркастической или насмешливой критики или презрения путем употребления слов или фраз, противоречащих их буквальному значению. В саркастическом высказывании говорящий может использовать негативное или ироническое отношение к тому, что говорится, но это может быть понятно только из контекста, интонации или дополнительных сигналов, таких как мимика и жесты. Сарказм обычно используется для выражения насмешек, подчеркивания глупости или несостоятельности идеи или комментария, или просто для юмористического эффекта. Ученые доказывают, саркастические люди обладают более высоким интеллектом. Согласитесь, для того, чтобы утверждать одно, когда вы на самом деле намекаете на другое, требуются определенные способности мозга. Умение думать и говорить сарказмом свидетельствует о том, что человек способен импровизировать в различных ситуациях, а это очень непросто. Кстати, саркастический юмор не зависит от того, к какому типу личности вы относитесь. Сарказм одинаково обожают как экстраверты, так и интроверты. А вообще, что такое сарказм, ирония и черный юмор? Вы можете спросить, так в чем же все-таки различие сарказма и иронии? Сарказм – это высшая степень иронии, способ косвенного выражения мыслей по отношению к какой-либо ситуации. По другим версиям лингвистов, сарказм – не что иное, как просто язвительная насмешка, едкое замечание, которое человек умеет преподать в шуточной форме. Хотя в некоторой мере сарказм является легкой формой оскорбления. Нередко под сарказмом прячут критическое отношение к чему-либо, сочетая юмор с непредвзятостью. Черный юмор и сарказм – в чем же разница? Основное различие между черным юмором и сарказмом заключается в том, что черный юмор обычно связан с трагическими темами и используется для вызова смеха в сложных ситуациях, тогда как сарказм фокусируется на иронической или насмешливой критике или комментарии, которые могут быть оскорбительными или жесткими в своем контексте. Почему люди используют сарказм в общении? Сарказм может использоваться для создания юмористического эффекта. Он позволяет подчеркнуть нелогичность, противоречие или абсурдность ситуации. Это может вызвать улыбку или смех у людей, которые понимают саркастический намек. Сарказм часто используется для выражения негативных эмоций, таких как разочарование, недовольство, или сарказм может быть способом выразить свою негативную точку зрения. В определенных случаях люди могут использовать сарказм, чтобы приспособиться к социальным ситуациям или показать свою сообразительность. Он может использоваться для показа интеллектуального остроумия или демонстрации своей социальной принадлежности к определенной группе. Сарказм может использоваться для снижения воздействия утверждения или критики, особенно если она направлена на самого говорящего. Это может быть способом разрядить напряженность или уменьшить серьезность сказанного. Иногда сарказм применяется для подчеркивания иронии или противоречия в высказывании. Он может использоваться для указания на разрыв между словами и реальным значением. Однако важно помнить, что сарказм может быть двусмысленным, и его использование требует хорошего контекста и умения оценивать реакцию аудитории. Неконтролируемый или неподходящий сарказм может привести к недоразумениям или конфликтам. Так все-таки, сарказм – это хорошо или плохо? Мнение ученых. Последние исследования доказали, что способность использовать сарказм основана на тщательно скоординированной последовательности сложных когнитивных способностей в определенных областях мозга. Сарказм связан с нашей способностью понимать психическое состояние других людей. Это не просто лингвистическая форма выражения мысли, но она связана с социальным познанием. Таким образом, саркастичные люди в некотором смысле думают на шаг впереди других. Концепция, поддерживаемая наукой. Так почему же саркастичные люди умнее? Первое. Они должны думать усерднее. Сарказм требует более сложных мыслительных процессов. Когда вы отвечаете на замечания, которые кто-то делает, несаркастический ответ довольно просто придумать. Мозгу не нужно выполнять акробатические кульбиты, чтобы прийти к прямому ответу на прямой вопрос. Но саркастический ответ требует дополнительного уровня мышления в течение того же периода времени. Каким бы незначительным это ни показалось, это все равно считается упражнением для мозга. Вы рассматриваете ожидаемый ответ в сравнении с тем, что вы действительно чувствуете, и вы объединяете их воедино, чтобы быстро дать ответ, который может быть как юмористическим, так и загадочным. Вот почему другие не всегда понимают ваш сарказм. Они должны задуматься над темой, чтобы оценить то, что вы хотели сказать, вместо того, что вы на самом деле произнесли. И да, не ждите, что каждый сможет разгадать ваши сложные метафоры. Второе. Они умеют читать сигналы и эмоции. Саркастичные люди обладают сверхъестественным умением понимать состояние души и эмоции других людей. Их способность к эмпатии более развита. И это означает,
что они могут видеть сквозь дымовую завесу то, кем вы действительно являетесь. Саркастичные люди могут читать людей, они более эффективно распознают манипуляторов, которые знают, как вызвать любую эмоцию, которую они пожелают. Обычно такие люди сарказмом реагируют на ложь или глупость, а также могут задействовать свой черный юмор, когда знают, что человек что-то скрывает. Третье. Они видят больше возможностей. Сарказм расширяет сознание. Среди множества характеристик, которые исследователи связывают с творчеством, сарказм является одним из самых интересных. Исследователи из Гарварда, Колумбии и Каролины обнаружили, что те, кто давал и получал саркастические комментарии, могли в 3 раза лучше выполнять творческие тесты. Простое воздействие сарказма показало удивительные преимущества для человека. 75% тех, кто получил саркастический контент во время эксперимента, решили сложную творческую задачу. И только 25% испытуемых, которым показывали реальный контент без подтекстов, смогли выполнить ту же задачу. Таким образом, сарказм, кажется, способен расширить наш кругозор, дать разуму больше возможностей к нестандартной генерации идей. Это способ мышления, нетипичный для обычного состояния. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что неспособность некоторых людей выявлять или генерировать саркастические комментарии может объясняться ухудшением или повреждением мозга. Таким образом, ученые уверены и в обратном. Мозг людей, которые генерируют сарказм, а также улавливают его, абсолютно здоров. Пятое. У них отличные лингвистические навыки. Саркастичные люди, как правило, также способны вести длительные интересные беседы, удерживая при этом внимание других. Они умеют говорить красиво, долго и по существу, а также они отлично усваивают информацию, а затем могут с легкостью передавать ее различными способами. Шестое. Они могут мыслить абстрактно. Сарказм способствует концептуализации. Если вам интересно, имеет ли сарказм какую-либо практическую пользу, результаты гарвардских ученых говорят «да». Что действительно связывает сарказм с интеллектом, так это то, что он открывает двери для абстрактного мышления, которое ученые давно называют высшей формой интеллекта. В конце концов, только абстрактное мышление существенно отделяет людей от животных. Исследователи из Гарварда отмечают, что сарказм может даже принести пользу людям на рабочем месте, где абстрактное мышление часто очень ценно для производительности, поэтому так много писателей с саркастическим чувством юмора. Тем не менее, ученые предупреждают, прежде чем составлять замысловатые речевые обороты, убедитесь, что ваши коллеги понимают сарказм. Исследование показало, что не все восприимчивы к саркастическому юмору, и что это может даже заставить людей чувствовать давление на них. Так что лучше храните саркастические комментарии для своих друзей, которые оценят их по достоинству. Седьмое. Они эмоционально более стабильны. Одно исследование показало, что при использовании сарказма гнев и другие негативные эмоции уменьшаются. Аналогично, саркастические люди менее подвержены стрессовым ситуациям, их можно вывести из себя или возбудить у них сильные эмоции. Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши комментарий.